В этом ролике я расскажу о входной двери. Дверь была выбрана из массива сосны. Как я уже рассказывал в предыдущих роликах, я пожалел, что купил готовую, а не сделал ее сам. Все мебельные щиты и двери хранятся запечатанной пленкой в магазине или на складе, тем самым уменьшая воздействие влаги на изделие. И вам никто не скажет, какой точно процент влаги имеет древесина. Но как только вы привезете изделие из массива домой и снимете пленку, вот тут и могут начаться сюрпризы. Поэтому настоятельно рекомендую распаковывать непосредственно перед монтажом или окраской. Есть тут также и свои минусы. Вы купили изделие, получилось так, что стройка или ремонт затянулись, и оно простояло довольно долго. Закончились все сроки возврата и гарантии, а через полгода открыли и увидели кучу трещин и откровенного брака, как на одной из этих дверей, которую купил заказчик. Я решил не делать дверь сам, а сэкономить время. Поехал и выбрал абсолютно ровную и прямую дверь. Точных размеров двери под мой проем я не нашел, поэтому дверь пришлось немного укоротить. Дверь какое-то время стояла распакованная. Вот тут и начались сюрпризы. Боковой брусок начало гнуть так у двери, что подстругивать было уже некуда. И дверь просто начала уменьшаться. И было принято решение купить новый брусок, заменить. А это надо было поехать, брусок найти ровный, подобрать, сделать в нем паз, вынуть старый брусок, частично разобрать дверь, вставить новый брусок, вклеить его туда, все собрать. На это время ушло пипец сколько, я бы заново дверь сделал. И сделал бы не из массива, а из каркаса. Поставил бы туда утеплитель и облицовал панелями. И все. Так что делайте выводы. Когда дверь была собрана, было вырезано место под личину, замок и места для установки петель. Выбирать под личину очень удобно пировым сверлом и потом доводить стамеской. Для защиты двери я также выбрал немецкое масло Осмо-лазурь для фасадов, цвет махагон. Он больше всего подходил и сочетался с цветом дома. Как подготавливать поверхность под масло я рассказывал в предыдущих роликах. Ссылки на них можно найти под видео. Наносить масло я также буду кистью в 2 слоя. Масло ровно ложится и очень хорошо тянется кистью. Вот так выглядит поверхность после первого слоя. При теплой погоде через 4-6 часов можно наносить второй слой. Вот, кстати, видно те места, которые плохо были подготовлены. Вот от шлифмашинки полоски, они все проявились. Так что нужно лучше готовить. Но в моем случае второй слой темного масла перекроет все эти недостатки. И чем крупнее будет зерно шлифовки, тем контрастнее будет цвет. Сейчас я буду покрывать вторым слоем масла, он будет финишный. Вот этой маленькой баночки 125 грамм хватило, получается, на 2 слоя, на 3 квадратных метра. По-моему, отличный вообще расход. Если вам кажется, что масло очень густое и сложно размазывать, его можно просто подогреть на водяной бане, и все проблемы уйдет. Ни в коем случае нельзя его разбавлять, так как производитель не рекомендует этого делать, потому что потеряют свойства масла. Смотрим. С 3 квадратных метров масла еще даже осталось. На какой-то мелкий ремонт и чтобы покрыть деревянные ручки двери. Вот так выглядит готовое покрытие 2 слоя. Устанавливаем на место личину и петли. Внутреннюю часть двери я покрыл интерьерным маслом белого цвета.
подобрал круглые ручки, подходящие по стилю, и покрыл этим же маслом. Осенью пошли дожди, и дверь начала набирать влагу, несмотря на то, что была покрыта маслом. Через щели влага все равно прошла. Мне пришлось еще несколько раз снимать и проходить рубанком торцы. Если бы я сделал дверь сам, то этого бы ничего не было. А в следующих видео я расскажу про наличник, внешние углы и оконные отливы, а также планирую сделать новое крыльцо. По возможности буду все записывать. Всем удачи!